Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие мотивы в виде подсолнухов крючком и соединять их между собой в процессе вязания последнего ряда. Для работы я использую нитки Макси и Виолет, крючок 1,25. Для вязания центральной части цветочного мотива я беру нить коричневого цвета, делаю начальную петлю и набираю 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 воздушных петель. Далее делаем накид на крючок. От крючка отсчитываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9-ю воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли. Пропускаем 2 воздушные петли цепочки, первая, вторая, и в в третью воздушную петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем 4 воздушные петли и провязываем столбик без накида в первую воздушную петлю. Вот что у нас получилось. Далее набираем цепочку из 5 воздушных петель. Это 3 воздушные петли подъема и 2 воздушные петли для арки. Всего 5 воздушных петель. Поворачиваем работу, делаем накид на крючок. И вот здесь вот у нас цепочка из 4 воздушных петель. Мы вот вершинку столбика пропускаем, первую воздушную петлю пропускаем, и во вторую воздушную петлю цепочки предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли, накид, и в вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Провязали 2 воздушные петли. В вершину следующего столбика предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Пропускаем вот по этой цепочке начальной 2 воздушные петли. В третью петлю вяжем столбик с одним накидом. Две воздушные петли. И снова вот здесь вот у нас были петельки, мы пропускаем 2 воздушные петли и в третью провязываем столбик с одним накидом. Вот что получилось. Получилась у нас 1, 2, 3, 4, 5 ячейка. Далее снова вяжем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем работу, вяжем еще 2 воздушные петли для арочки, всего провязали 5 воздушных петель, накид, вершину столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, вершину следующего столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, вершину следующего столбика также провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, накид на крючок, и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом. В этом ряду у нас тоже 5 ячеек. Далее вяжем 3 воздушные петли подъема,
Поворачиваем работу, вяжем еще одну воздушную петлю для арки, накид, в вершину столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, в вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, в вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, в вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом. Далее в конце ряда вяжем одну воздушную петлю и столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Неудобно захватывать, но ничего. Провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Поворачиваем работу, делаем накид на крючок, вершину первого столбика пропускаем, в следующую вершину столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид, в следующую вершину столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Далее делаем 2 накида на крючок. И вот здесь у нас в начале ряда было 3 воздушные петли подъема и еще 1 воздушная петля. Так вот в третью воздушную петлю мы провязываем столбик с 2 накидами. Вот что у нас получилось. Далее вяжем 1 воздушную петлю подъема и под этот столбик с 2 накидами, которые мы только что провязали, провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик. Под следующий вот это вот в эту ячейку, вот у нас такие ячейки по краю, в следующую ячейку вяжем 4 столбика без накида. Второй, третий, четвертый. В следующую вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Снова в следующую провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый столбик. Далее под следующую вот эту арочку мы вяжем 5 столбиков без накида. Так как это у нас арки, которые находятся на скруглении, вот эти вот арочки, мы будем вязать под них 5 столбиков, а те, которые идут по прямой, по 4 столбика без накида. Сейчас у нас арка на скруглении, поэтому мы вяжем под нее 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик. Обратите внимание, что я сразу хвостик нити прячу в вязание. Под следующую вот эту арочку провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Под следующую арку вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь 3 арки, под них мы будем вязать по 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Следующая арка, первый столбик, второй, третий, четвертый. Под следующую арку тоже 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Под следующую арочку вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И под следующую арку, последнюю, мы вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий,
4. И в вершину первого столбика без накида провязываем соединительный столбик. Обвязали наш круглый элемент центральной части нашего мотива. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема и в вершину первого столбика без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. Далее вяжем одну воздушную петлю, пропускаем вершину одного столбика, вершину следующего провязываем столбик без накида. Снова одна воздушная петля, одну вершину столбика пропускаем, вершину следующего, за обе полупетли вяжем столбик без накида. Воздушная петля, пропускаем вершинку столбика, в следующую вершину провязываем столбик без накида. Повторяем. Воздушная петля, пропустив одну вершину, провязываем столбик без накида. Таким образом вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд, провязали вот здесь столбик без накида, воздушная петля и соединительный столбик, вяжем вершину первого столбика без накида. Закрепляем нашу петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Спрятали хвостик нити. Теперь обратите внимание, вот то место, где я закончила выполнять обвязку центральной части мотива. Вот здесь я закончила обвязывать и спрятала хвостик в вязание. Смотрим на вот эти вот как бы столбики с одним накидом, которые у нас находятся по кругу, да? И вот от этого места, где я закончила, вот следующий как бы столбик, и над этим местом находим арку из одной воздушной петли. Мы вязали столбик без накида, одна воздушная петля, столбик без накида. В этом месте присоединяем нить желтого цвета. Я уже выполнила начальную петлю, захватываю эту петельку с изнаночной стороны, протягиваю на лицевую сторону, вяжу одну воздушную петлю и под эту же арку из одной воздушной петли провязываю столбик без накида. Обратите внимание, где я присоединилась. Я здесь ничего не считаю, никакие арки. Вот просто здесь закончила, и вот над следующим как бы импровизированным столбиком с одним накидом я присоединилась под арку из одной воздушной петли. Далее вяжем 13 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Находим третью петлю нашей воздушной цепочки от начала. Первая, вторая, третья. И в третью петельку провязываем столбик без накида. Провязали. Далее вяжем 3 воздушные петли. Теперь смотрим, где у нас следующий столбик. Вот он. Над ним мы ищем арку из одной воздушной петли и провязываем столбик без накида. Снова 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. От начала отсчитываем третью воздушную петлю, первая, вторая, третья. В третью петлю вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Вот следующий столбик. Над ним находим арку из одной воздушной петли и провязываем под нее столбик без накида. Снова 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Находим третью воздушную петлю от начала вязания цепочки. В третью воздушную петлю вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. И снова над следующим столбиком ищем арку из одной воздушной петли и провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда.
Заканчиваем вязать этот ряд. Провязали 13 воздушных петель, столбик без накида в третью от начала воздушную петлю. Далее вяжем 3 воздушные петли и соединительный столбик в первый столбик без накида. Вот что у нас получилось. Должно было получиться у вас вот 12 вот таких вот элементов из воздушных петель. Далее вяжем следующий ряд. Вот у нас цепочка из воздушных петель. Мы вяжем соединительные столбики в петли цепочки. Первый столбик, второй столбик. И теперь вот здесь колечко, в это колечко вяжем еще один соединительный столбик. Далее провязываем 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. И далее в это кольцо провязываем еще 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. 3 воздушные петли. И в это же кольцо провязываем еще 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Следующее колечко, вот оно у нас. Вяжем точно так же 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. 3 воздушные петли. И в это же кольцо еще 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Провязали 2 вот таких лепесточка. Следующий лепесток будет немного отличаться. В колечко мы точно так же провязываем 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик. И теперь вместо 3 воздушных петель здесь мы провяжем 12 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в это же колечко вяжем еще 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. У нас получилось 2 лепестка с арками из 3 воздушных петель,
один лепесток с аркой из 12 воздушных петель. Далее мы будем чередовать. 2 лепесточка будем вязать вот такие. Вот пропускаем. Третий лепесток снова с 12 воздушными петлями. 2 лепесточка вот таких вот. Третий вот такой. Снова 2 лепестка с тремя воздушными петлями для арки. И вот здесь у нас будет вот такой лепесточек. Вяжите до конца ряда. В конце ряда мы провязываем соединительный столбик вот в третью воздушную петлю подъема в начале ряда. Ниточку обрежем и хвостик спрячем в мотив. Довязывайте, а потом я покажу вам, каким образом можно соединить такие мотивы между собой. В результате у вас получится вот такой мотив. Несмотря на то, что цветок наш круглый, мотив имеет квадратную форму за счет вот этих арок из 12 воздушных петель, которые расположены по 4 углам. Между вот этими лепестками с 12 воздушными петлями у нас по 2 лепестка с 3 воздушными петлями для арки. Я соединила между собой 3 мотива и сейчас покажу, каким образом присоединять такие мотивы друг к другу. Мотивы присоединяются за арочки из 12 воздушных петель и за арки из 3 воздушных петель. Это места соединения мотивов. 3 мотива соединены. Следующий мотив у меня будет присоединяться за 2 стороны. Я вяжу следующий мотив, последний ряд этого мотива. Провязала 2 лепестка с арочками из 3 воздушных петель. И теперь у меня идет лепесток из 12 воздушных петель, тот, который находится в уголке. Значит, я провязала под в это колечко провязала 8 столбиков с одним накидом. Далее я вяжу арку из 12 воздушных петель, но разделяю ее на 6 воздушных петель. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Далее я беру свои мотивы. Вот первое место присоединения этого мотива ко всем мотивам. Беру, поворачиваю изнаночной стороной мотив. Вот эта арочка. Завожу сюда крючок. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Вот как бы мои мотивы сейчас лежат изнаночной стороной друг к другу. Далее я довязываю арку из 12 воздушных петель. Вяжу еще 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Беру свой мотив, который я сейчас вяжу, и под ту же арку из воздушных петель я вяжу еще 8 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. Далее под следующую арочку, вот эту из воздушных петель, я вяжу следующий лепесток. Вяжу 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8. В этом лепестке у меня арка из 3 воздушных петель. Я вяжу 1 воздушную петлю. Далее опять смотрю на свои мотивы. Вот таким образом лицевой стороной они у меня лежат. И я смотрю, что следующее место присоединения это вот эта арочка. Я снова беру мотивы, соединяю их изнанкой друг к другу. И под эту арку из 3 воздушных петель соседнего мотива я вяжу столбик без накида. Довязываю арочку, провязываю в этом случае еще 1 воздушную петлю, не 2, как обычно я вяжу. И под в это же колечко довязываю еще 8 столбиков с одним накидом. Первый,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик. Вот, присоединились уже в двух местах. Далее в следующее колечко снова вяжу 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Снова у меня этот лепесток с аркой из 3 воздушных петель. Я вяжу одну воздушную петлю. Далее смотрю на мои мотивчики. Следующее место присоединения — это вот этот вот лепесточек. Вот сюда вот я должна присоединиться. Складываю мотивы изнанкой друг к другу. Вот таким вот образом. Ввожу крючок под эту арочку и провязываю столбик без накида. Довязываю арку из 3 воздушных петель. Я провязываю еще одну воздушную петлю. И вот в это же кольцо продолжаю вязать и еще провязываю 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. В следующее кольцо вяжу 8 столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик. И этот лепесточек у меня с 12 воздушными петлями, так как 2 лепестка с 3 воздушными петлями на вершине вот здесь вот я уже провязала. Теперь у меня 12 воздушных петель. Я вяжу 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Далее снова вот смотрю, где у меня следующее место присоединения. Вот здесь у меня уже собраны вот эти вот 3 арки. И я сюда присоединяю 4-й мотив, соответственно, это будет 4-я арочка. Соединяю мотивы снова изнаночной стороной друг к другу. И вот сюда вот вместо соединения мотивчиков, вот так вот по центру, вот таким образом провязываю столбик, немножко затяну петельку, провязываю столбик без накида. Довязываю свою арку из 12 воздушных петель, вяжу еще 6 воздушных петель, 4, 5, 6. Разворачиваю на лицевую сторону и в то же колечко вяжу еще 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Вот я соединилась сейчас по 4 точкам. Вот первая, вторая, третья, четвертая. Теперь мы с вами свяжем еще один лепесток с аркой из 3 воздушных петель. Присоединимся к соседнему лепестку. Следующий лепесток тоже арка из 3 воздушных петель. Присоединяемся к соседнему мотиву за вот эту точку. И следующий лепесток будет у нас с 12 воздушными петлями.
арочкой и присоединимся вот сюда к длинной арке соседнего мотива. Присоединяйтесь без меня и далее довяжем мотив вместе. Вот я еще присоединила 2 лепестка с арочками из 3 воздушных петель к соседнему мотиву и 1 лепесток с арочкой из 12 воздушных петель к соседнему мотиву. Далее провязала еще 2 лепесточка с арками из 3 воздушных петель и 1 лепесток с аркой из 12 воздушных петель. Заканчиваю вязание мотива. Провязываю соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Закрепляю петельку, обрезаю нить и хвостик прячу в мотив. Таким же образом вы заканчиваете вязать и одиночные мотивы, если вы их не соединяете в полотно. Спрятали хвостик нити, выполнили влажно-тепловую обработку. Не забывайте это делать. Это нужно для того, чтобы ваши мотивы были ровненькими и изделие имело красивый внешний вид. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.